Федеральный закон об исполнительном производстве от 2 октября 2007 года номер 229 ФЗ. Статья 36. Сроки совершения исполнительных действий. 1. Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, за исключением требований, предусмотренных частями 261 настоящей статьи. В редакции Федерального закона от 29 декабря 2015 года номер 393 ФЗ. 2. Если срок исполнения содержащихся в исполнительном документе требований установлен федеральным законом или исполнительным документом, то требования должны быть исполнены в срок, установленный соответственно федеральным законом или исполнительным документом. 3. Постановление судебного пристава-исполнителя, поступившее в порядке, установленном частью 6 статьи 33 настоящего федерального закона, должно быть исполнено в течение 15 дней со дня поступления его в подразделение судебных приставов, если самим поручением не предусмотрен иной срок его исполнения. В редакции Федерального закона от 3 декабря 2011 года номер 389 ФЗ. 4. Содержащиеся в исполнительном документе требования о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов. 5. Если исполнительным документом предусмотрено немедленное исполнение содержащихся в нем требований, то их исполнение должно быть начато не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов. 6. Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном на основании определения суда об обеспечении иска, о применении мер предварительной защиты по административному иску, должны быть исполнены в день поступления исполнительного листа в подразделение судебных приставов, а если это невозможно по причинам, не зависящим от судебного пристава-исполнителя, не позднее следующего дня. В таком же порядке исполняется постановление судебного пристава-исполнителя об обеспечительных мерах, в том числе поступившее в порядке, установленном частью 6 статьи 33 настоящего федерального закона, если самим постановлением не установлен иной порядок его исполнения. В редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 года номер 451 ФЗ. 6.1. Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном в отношении иностранного государства, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов в двухмесячный срок со дня уведомления иностранного государства о возбуждении в отношении его исполнительного производства. Часть 6.1 введена Федеральным законом от 29 декабря 2015 года номер 393 ФЗ. 7. В сроки, указанные в частях 1.6 настоящей статьи, не включается время. 1. В течение которого исполнительные действия не производились в связи с их отложением. 2. В течение которого исполнительное производство было приостановлено. 3. Отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа. 4. Утратил силу с 1 января 2012 года. Федеральный закон от 3 декабря 2011 года номер 389 ФЗ. 5. Со дня обращения взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа, предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения, а также об изменении способа и порядка его исполнения до дня получения судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица, принятого по результатам рассмотрения такого обращения. 6. Со дня вынесения постановления о назначении специалиста до дня поступления в подразделение судебных приставов его отчета или иного документа о результатах работы. 7. Со дня передачи имущества для реализации до дня поступления вырученных от реализации этого имущества денежных средств на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов принудительного исполнения Российской Федерации, открытый в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации федеральному органу принудительного исполнения или его подразделению либо территориальному органу принудительного исполнения или его подразделению, далее депозитный счет службы судебных приставов, но не более 2 месяцев со дня передачи последней партии указанного имущества для реализации. В редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года номер 495 ФЗ.
8. Истечение сроков совершения исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения не является основанием для прекращения или окончания исполнительного производства. 9. Истечение срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении является основанием для окончания исполнительного производства. В срок давности не включается срок, в течение которого лицо уклонялось от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Исчисление срока давности в этом случае возобновляется со дня обнаружения должника или его имущества, на которое может быть обращено взыскание.